Здравствуйте, дорогие друзья, любители тяжелой атлетики и любители просто всех силовых видов спорта. Мы начинаем цикл рассказов по истории тяжелой атлетики. Эта история началась у нас с 1977 года, когда я поступил в Московский областной государственный институт физической культуры, и там впервые увидел небольшой отрывок такой материала из обширной коллекции Михаила Лазаревича Аптекаря, который был великим коллекционером истории тяжелой атлетики, и впервые увидел вот часть его коллекции, вывешенную в институте на стенах, которая сейчас, к огромному сожалению, растрачена, находится во многих частных коллекциях. И именно с этого года у меня появилась такая мечта продолжить это дело и тоже начать собирать по истории тяжелой атлетики материал. Вот. Фактически уже скоро без малого 40 лет, как я занимаюсь этим. И на последнем международном семинаре, который проводил Дмитрий Клоков в городе Чехове, он предложил вариант такой, сделать записи, небольшой такой цикл, краткий экскурс в историю по определенным годам, по определенным темам. Мы с Айдаром Флюровичем хотим сделать серию программ, типа как на Медне с Парфеновым было, да? О разных событиях в жизни России, да? Так мы про тяжелую атлетику. Какие вы темы заявили? Какие вы темы заявили? Расскажите. От начала и до конца. Какие мы темы говорили? Первое — это как развивалась тяжелая атлетика на заре человечества, вообще откуда начиналось. Первые соревнования, первые атлеты великие. Потом зарождение тяжелой атлетики в России со времен Краевского и до революции. Потом от революции до Отечественной войны 1941 года. И дальше уже по десятилетиям и до наших дней. И отдельные темы про великих атлетов. Вот, короче, такая вот у нас есть идейка. Первые программы, которые Айдар Флюрович темы заявил, я поеду к нему, когда? В июне, в начале июня? В начале июня я поеду к нему, будем снимать. Сейчас он прилетел в Уфу с оператором, полностью уже этот наш проект вступает в силу. И с этого сегодняшнего дня мы начинаем попробовать вести этот курс таких импровизированных лекций по истории тяжелой атлетики. Хочется, конечно, сказать, что из всех видов спорта наиболее, я считаю, прекрасный, удивительный мир – это мир силы. Ни в одном виде спорта так не меняется в лучшую сторону человек. Ни в одном виде спорта фигура человека не становится такой красивой, могучей, прекрасной. И сила, я уверен, на 100% делает человека сильного, добрее и более таким уверенным на жизненном пути. И очень об этом красиво сказал величайший атлет современности Юрий Петрович Власов. Вот одна из его цитат. В момент колоссального победного усилия, когда кровь гулко пульсирует в своей голове, вдруг неожиданно наступает полный внутренний покой. Все кажется яснее и светлее, чем до сих пор, словно мощный поток света устремился на тебя. В этот момент начинает казаться, что ты вобрал в себя все силы земные, что ты все можешь, что у тебя выросли крылья. Вот этими словами Юрий Власов, который установил очень много мировых рекордов, он показал, насколько это все эти мировые рекорды преодолеваются неимоверным усилием, и сколько в этом счастья испытывает атлет после покорения очередного рекорда. Во все времена, у всех народов, это культ силы, он был на первом месте и превозносился во всех странах. Красивых и сильных людей уподобляли богам, им преклонялись, их прославляли, им пытались подражать. В Древнем Египте люди соревновались, поднимая огромные балки. В Элладе культ силы достиг наивысшего такого апогея, и атлеты соревновались, а даже если они соревновались в беге, они обязательно бежали, держа в руках каменные гантели.
тогда их называли гальтересы, и именно вот от этих каменных гальтерес потом произошли современные гантели. Также в Афинах лежало железное ядро, и прямо в центре Афин лежало железное ядро большое, и граждане соревновались в силе, поднимая его, этим демонстрировали свою силу. В одной из греческих легенд ихний бог Геракл победил своего соперника Антея, именно поднимая его, отрывая от земли. Вот с таких вот эллад и начинался культ силы. Греки на своих древних олимпиадах, не современных, а именно в древних олимпиадах, они поднимали ядра, которые были скреплены между собой железной трубой, и именно на этих в эти ядра они их открывали, засыпали туда дробь и так увеличивали вес штанги, так импровизированной, и определяли сильнейшего. В Олимпии на стадионе был найден камень весом 143 килограмма, который также поднимали на состязаниях. Великим силачом древних Олимпийских игр был греческий силач Милон Картонский. Он был победителем Олимпийских игр не только в поднятии тяжести, но и в беге, в борьбе. Но самый его феноменальный рекорд был, когда он еще юношей начал тренироваться и однажды прошел несколько кругов с только что народившимся теленком. Он взвалил его себе на плечи и прошел с ним несколько кругов по двору. И на одних из Олимпийских игр он поразил внимание современников, когда на открытии игр в присутствии тысяч зрителей он прошелся по стадиону, держа на плечах огромного быка, который рос, и вместе с ним увеличивалась сила Милона Картонского. И самые великие атлеты, олимпионики прославлялись и их уподобляли богам. Каждый день Милон Картонский не только соревновался в увеличении силы, но также он бегал, прыгал. И я его считаю одним из первых таких самых разносторонних атлетов, который побеждал на Олимпийских играх не только в силе, но и в скоростных видах спорта. И вот у них везде, вот это можно даже увидеть вот на этих вот маленьких скульптурках, боги, атланты поднимали земной шар. Это вот была эмблема одного из чемпионатов мира греческого. Вы видите здесь, как древнегреческий бог держит в руках земной шар. Это была одна из эмблем чемпионата мира. А вот эта статуэтка также демонстрирует, на Олимпийских играх в Афинах были выполнены все виды спорта, где греческий атлет, были статуэтки, где они борются, где прыгают, плавают, и все виды спорта. И вот также была сделана статуэтка греческого богатыря, который поднимает штангу. Ну и культ силы древних греков переняли со временем римляне. На аренах римских цирков выступали великие силачи, и в Колизее на соревнованиях гладиаторов не только были бои гладиаторов, но также были турниры силачей. И с восхищением римляне смотрели выступления великих атлетов Атланта, Руцелия, Фувия. И девиз римлян был такой: истинному мужчине подобает быть сильным. С падением Великого Рима интерес к силовым видам спорта стал угасать. Новый всплеск интереса к силе стал появляться уже в эпоху Возрождения. В Шотландии, например, юношам не разрешали носить шапку до тех пор, он не считался взрослым, если в центре города лежал 100-килограммовый камень, и юноша должен был обязательно его поднять и положить на другой камень. После этого только юноша признавался взрослым и имел право носить шапку. И таких критериев силы, взрослости было в разных странах очень много. Большое внимание силе также уделяли русские воины в дружинах Святослава, князя Олега, князя Владимира. Поражал воображением также русский
богатырь, морской офицер Николай Лукин. Еще в те времена он умел удерживать крест, держа в руках ядра снаряда, которые каждый весили 32 килограмма. Это был один из первых людей, который делал это упражнение. Крест, разводя в стороны. После этого уже делали это упражнение с гирями, а вот именно Николай Лукин выполнял это упражнение, держа в руках ядра. И в 19 веке наконец-то состязания силачей начали принимать форму соревнований. И первые официальные турниры проводились в Англии, во Франции. И об этих турнирах мне хотелось бы, конечно, рассказать чуть-чуть поподробнее. Ну и также вот хочется показать здесь вот на фотографии именно вот греческих бегунов. Вот они, именно бегущие с гальтересами, с гантелями. И сами вот видите, на всех греческих статуях, на всех их культ силы у них был на первом месте, и красота человеческого тела обязательно у них везде превозносилась. И сильных, красивых людей они уподобляли богам. Я уже об этом говорил. В конце 19 века соревнования по поднятию тяжести стали уподобляться уже первым таким новым видом спорта. В разных городах и странах проводились чемпионаты и турниры. Проводились они в основном, каждый был кто во что гораст. В одной стране проводили по одним правилам, в других странах и городах проводили по другим правилам. Не было общего разделения на весовые категории, не было даже общих одинаковых упражнений. Все рекорды регистрировались, какой рекорд устанавливался, это и считался и мировым рекордом, и рекордом той страны, где это было. Ну и соревнования проходили также с различными тяжелоатлетическими снарядами. И несмотря на это, турниры силачей вызывали небывалый интерес. Это было в то время, когда еще не было фактически футбола, хоккея и спорт сильных. Тем более соревнования проводились на аренах цирка, в местах большого скопления людей, вызывали огромный небывалый интерес. Силачами восхищались, они были законодателями мод. И во второй половине 19 века стали появляться атлетические клубы. Они появлялись в Европе, в США, и в Австралии, в Канаде. Фактически во всем мире одновременно, именно в конце 19 века, стали появляться такие, можно сказать современным языком, секции тяжелой атлетики. Члены этих кружков выступали со свободными программами, как их называли, демонстрируя свои коронные силовые трюки. Например, в Канаде великим силачом, его называли «Американское чудо», это был Луи Сир. Вот вы видите его на фотографии. Он выполнял трюки, поражавшие воображение не только в те времена, но и даже сейчас. Я более чем уверен, что многие бы с восхищением смотрели, как он держал платформу общим весом 1867 килограммов. Вдумайтесь только в эту цифру. Почти 2 тонны веса человек эту платформу держал на плечах, удерживая ее. И Луи Сир, вот вы видите на этой фотографии, 535 фунтов. Он отрывает этот огромный вес одним пальцем. Также рекорд, который очень долгое время не был повторен никем из людей. Также англичанин, британский Геркулес Теофан Тафан, он отрывал от земли 3 громадных бочки общим весом 750 килограммов. Представляете, 3 связанные бочки, наполненные, и к нему на возвышении он стоял, привязывали лямки, и он эти 750 килограммов отрывал от земли. Ну, вот такие упражнения были, например, в Англии, в Канаде были свои герои. Пивовары Баварии, например, соревновались в том, кто поднимет бочку с большим весом налитого в эту бочку пива. Вот такие упражнения были в разных странах. Ну и для всей тяжелой атлетики, как для вида спорта, таким эпохальным годом стал это 1896 год. Этот год можно официально назвать уже зарождением настоящей, можно даже сказать, современной тяжелой атлетики.
Именно в этом году прошел первый чемпионат Европы, и именно в этом году прошли первые современные Олимпийские игры, в программу которых была и включена тяжелая атлетика. И мы с гордостью можем говорить, что вид спорта тяжелая атлетика с первых Олимпийских игр дошел до современности. Очень мало видов спорта могут этим похвастать, чтобы продемонстрировать такое долголетие. Одни виды спорта приходят и уходят, другие также исчезают из программы Олимпийских игр. А тяжелая атлетика с первых и до современных игр сохранила свое место в программе Олимпиад. И это лишний раз подтверждает интерес любителей всего человечества к этому виду спорта. Ну, еще можно к этому добавить, что огромный интерес сейчас подогрело то, что с 2000 года тяжелую атлетику, программа Олимпийских игр включена тяжелая атлетика среди соревнований среди женщин, что также стимулировало огромный интерес к тяжелой атлетике во всем мире. Но 1896 год, в начале у нас состоялся чемпионат Европы, он прошел 11 марта и прошел в Нидерландах. Соревнования прошли в один день, точное количество участников до сих пор еще неизвестно, и соревновались, поднимая штангу, и бульдоги. Это такие маленькие тоже тяжести, которые добавлялся свинец. И соревновались на цепных штангах шаровых, которые к железной трубе были прикручены два шара, и к ним добавлялось уже или дробь, или песок, и так увеличивался вес штанги. И на чемпионате Европы абсолютным чемпионом стал немец Ганс Бек. Этот тяжеловес официально во всех источниках информации считается первым чемпионом Европы. И его результаты были: это выжил он 130 килограммов, толкнул 135 килограммов, и было еще такое упражнение жим двух бульдогов, это каждый бульдог по 70 килограмм, он их выжил 27 раз подряд. Я хочу сказать, что вот этот результат и для современных атлетов мало кто его может повторить. И буквально через месяц после чемпионата Европы тяжелоатлеты приняли участие в первой Олимпиаде, которая была в Афинах, все это прекрасно знают. И прислали своих богатырей 5 стран. К сожалению, результаты были гораздо слабее, чем на чемпионате Европы. И непонятно, по какой причине лидеры, которые выступали на чемпионате Европы, они не приехали на Олимпийские игры. И весовых категорий также не было. Программа состояла из поднятия одной рукой и поднятия двумя руками. И вот 14 апреля 1896 года появился у нас первый олимпийский чемпион. Это Лаусен Эллиот, представитель Великобритании. Одной рукой он поднял вес 71 килограмм. Этот результат явился и новым олимпийским рекордом, первым олимпийским рекордом. И также он стал обладателем первой олимпийской золотой медали. Кажется, вот по современным меркам, что такое 71 килограмм, который он поднял, ну, как бы это ни было, он вписан для всех времен и для всех народов. Он является первым олимпийским чемпионом. И Великобритания может гордиться, что в списке самых сильных людей планеты их страна занимает первую строчку среди олимпийских чемпионов. Также вторым олимпийским чемпионом стал Виго Йенсен, который поднял 111,5 килограммов в толчке двумя руками и получил также звание олимпийского чемпиона. Очень обидно, что в программу вторых Олимпийских игр тяжелая атлетика не была включена, и уже новые герои-рекордсмены у нас появились в 20 веке. И параллельно с официальными соревнованиями продолжались турниры по выявлению сильнейших. Ну и в каждом из них были свои герои. Например, богемец Антон Риха установил такой рекорд. Он в 1894 году
взвалил на себя, есть даже официальный этот мировой рекорд, 52 пуда. В килограммах это 832 килограмма. Во-первых, он навешал на себя гантели, штанги, оторвал от пола и полностью, когда выпрямился со всем этим весом, привязанным, повешенным на него, общий вес этот был 832 килограмма. Просто постарайтесь вдуматься в эту цифру. Мало кто даже из современных атлетов. Я бы очень хотел посмотреть на того же Дмитрия Клокова, который взвалил бы на себя тонну и стоял бы с ней, демонстрируя свою силу. Это очень великие рекорды. И рекорды устанавливались более чем в 100 различных дисциплинах. Устанавливались рекорды в поднятии левой рукой, правой, в жиме лежа, стоя, разводя кресты, отрывая от пола. Сотни различных мировых рекордов регистрировались официально и являлись мировыми рекордами. Например, у англичанина Евгения Сандова, это также великий корифей тяжелой атлетики, он делал сальто назад, держа в каждой руке гири по 24 килограмма. Пусть любой из нынешних атлетов попробует просто сделать сальто, а потом возьмет в руки гири по 24 килограмма и попробует сделать сальто. Представляете, какими уникальными, великими достижениями первые наши тяжелоатлеты радовали современников. И также у него был мировой рекорд, он в течение 4 минут отжался 200 раз от пола. Это также являлось мировым рекордом. Евгений Сандов, когда уже на пике своей славы, создал систему гантельной гимнастики. Это был первый человек, который официально все это развил, выразил это в научных трудах и показал, что планомерным развитием и увеличением веса можно достичь таких результатов. И в 1911 году король Англии Георг V присвоил ему звание профессор физического развития. Вот такое чествование было людям, которые прославляли культ силы. Евгений Сандов – это псевдоним немца Фредерика Миллера, который родился в Кенигсберге, Германия, нынешний Калининград, и принял подданство в Великобритании. И вот именно вот эта немецкая педантичность, немецкое упорство помогло ему и создать гантельную систему, которой потом пользовался весь мир в развитии физической силы, и в установлении им феноменальных мировых рекордов. И интересно сказать, что когда в Нью-Йорке в 1893 году проходил турнир, который назывался «Сильнейший атлет мира», на который приехал и Евгений Сандов, и канадец Луи Сир, они соревновались в поднятии тяжестей, и американец Джеймс Кеннеди дважды сумел поднять железное ядро, оторвать от земли весом в 520 килограммов. И ему ни Сир, ни Сандов не смогли повторить этот результат Джеймса Кеннеди, и он был объявлен самым сильнейшим человеком мира. Но этот рекорд оказался роковым для Джеймса Кеннеди. Буквально именно после этих соревнований он очень сильно надорвался и через год умер. Вот и такие бывают неожиданные, неприятные результаты и рекорды в тяжелой атлетике, когда еще не было ни медицинского обеспечения, ни медицинского контроля. Бывали вот и такие трагические случаи. Но это, наверное, один из немногих случаев, когда тяжелая атлетика оказалась во вред человеку. А в основном, я в этом уверен на 1000%, для человеческого организма, если заниматься правильно, не торопясь увеличивать вес снарядов, тяжелая атлетика – это самый полезный вид спорта для человеческого организма. И переубедить меня в этом, наверное, нереально. Сколько я видел, занимаясь историей тяжелой атлетики, атлетов, которым было и за 80, и за 90 лет, они все были бодрые, статные, красивые. Осанка у них уже оставалась это только от
того, что они занимались тяжелой атлетикой, потому что невозможно поднимать большие веса, если у тебя плохая осанка, кривая спина, ты никогда не добьешься больших результатов. И все наши великие атлеты, они всегда имели широкую, мощную грудь, прекрасную осанку, бодрую походку. И все это только благодаря тому, что они жизнь отдали в молодости и во взрослой жизни, занимаясь тяжелой атлетикой. Хочу привести пример нашего 90-летнего Юрия Владимировича Дуганова, многократного рекордсмена СССР, многократного рекордсмена мира, который 90 лет выглядел просто человеком, которому максимум можно было дать 60 лет. И таким же был и наш Аркадий Воробьев, и Константин Васильевич Назаров, и Евгений Лопатин, которые все ушли из жизни уже будучи за 80, за 90 лет. И это в очередной раз опровергает тот миф, что тяжелая атлетика вредна для здоровья, и тяжелые атлеты, мол, мало живут. Все большие чемпионы и рекордсмены в основном это долгожители. И об этих долгожителях мы будем рассказывать далее. И хочется также сказать, что именно благодаря вот этим первым пионерам, которые прославляли тяжелую атлетику во всех странах, начали уже после вот этих первых чемпионатов Европы, начали появляться уже чемпионы не только в турнирах, но и чемпионы, которые стали уже выступать в соревнованиях, которые начали проводиться по общим правилам, которые были уже в начале 20 века введены фактически во всех странах. И именно в это время об этих успехах канадца Луи Сира, Джеймса Кеннеди, Евгения Сандова узнал скромный врач, который практиковал в Петербурге, в России, Владислав Францевич Краевский. Этот врач польского происхождения, который жил в России и имел огромную практику, ни в чем не нуждался, у него было свое дело, был свой дом. И вот, увидев несколько раз соревнования силачей за рубежом, почитав о них, он начал много путешествовать по Европе и собирать материал об этих атлетах. Чем больше он о них узнавал, он тем больше влюблялся в этот прекрасный вид спорта тяжелая атлетика. В то время тяжелой атлетикой назывались и борьба, и бокс, и поднимание тяжестей. Все эти три вида спорта объединялись под одним названием – тяжелая атлетика. И в 1885 году Владислав Францевич Краевский в Петербурге организовал 10 августа. У него собрались на квартире в Санкт-Петербурге несколько атлетов, которых он пригласил. Также там были люди, которые были далекие от спорта, но очень любили этот вид спорта, такие как граф Рибапьер, художник Кравченко и многие другие видные деятели России. Владислав Францевич показал им несколько силовых трюков с гирями, со штангой, которую он приобрел, ездя по разным странам, и которые также дополнительные он смастерил уже в России. Трюки, упражнения с гантелями. И именно 10 августа считается в России днем зарождения тяжелой атлетики. Именно этот врач Краевский на собственном примере увлек за собой будущих атлетов. И самое интересное, что он сам об этом говорил, я много не говорил о пользе тяжелой атлетики, я приходил и просто начинал поднимать железо. И глядя на меня, пытались попробовать это же сделать другие люди, и так вот народ втягивался в этот вид спорта собственным примером. И когда ему уже было далеко за 60 лет, Владислав Францевич своим видом всем показывал, что он гораздо моложе и крепче, чем он был за 20 лет до этого. Так как, занимаясь тяжелой атлетикой, организм полностью у него омолодился,
и он чувствовал себя прекрасно до преклонных лет. И нелепая случайность, только то, что при падении уже в преклонном возрасте он сломал берцовую кость, и вот именно вот эта неподвижность, она очень вредна для организма, который постоянно занимается физическими упражнениями, и лишь вот это ускорило уход Владислава Францевича из жизни. Но именно благодаря ему у нас появились первые чемпионы и рекордсмены мира, и один из них, я о нем хочу рассказать подробнее, появился в его секции. Это представитель города Уфа, где мы сейчас находимся, Сергей Елисеев. Этот атлет первый российский чемпион мира по поднятию тяжестей. И хочется отметить, что Сергей Иванович Елисеев, он не только первый российский чемпион мира по поднятию тяжестей, но вообще первый российский чемпион мира по всем видам спорта. Вообще первый в России чемпион мира. И очень интересно тот факт, что именно этот спортсмен начинал свои тренировки в Уфе. И вместе со своим братом, Александром, они вместе тренировались. И когда о его успехах услышал Владислав Францевич Краевский, он пригласил его к себе в Санкт-Петербург. И там он провел очень мощную подготовку под руководством Краевского. И на чемпионате России 1900 года установил 6 мировых рекордов в отдельных видах упражнения со снарядами одной рукой и 2 руками. И в 1897 году в городе Милан, в Италии, проходил чемпионат мира по поднятию тяжестей. На него приехал Сергей Елисеев. Когда его увидели соперники, они просто усмехнулись. Человек весил чуть более 80 килограммов и приехал соревноваться с тяжеловесами, которые весили и 130 килограммов, и 150 килограммов, а разделения на весовые категории не было. И несмотря на это, Сергей Елисеев фактически во всех упражнениях установил мировые рекорды и стал первым российским чемпионом мира. Это было сенсацией такой, что, представляете, в стране, где спорт только-только начинал развиваться, и усилиями одного человека, Владислава Францевича Краевского, был сразу же покорен мировой чемпионат. Представляете, какой был вокруг этого ажиотаж. Ну, Сергей Иванович Елисеев обладал уникальными мировыми рекордами. Он первый способом разножка, раньше поднимали, вначале штангу клали на колени, потом ее взваливали на пояс, потом только перебрасывали на грудь и поднимали. Это делалось в несколько приемов. А Сергей Иванович Елисеев первым начал поднимать на грудь одним способом, ножницы, именно не кладя ее, не делая это в несколько этапов. И его мировой рекорд был во взятии на грудь 160 килограммов. Это результат, который и сейчас позавидуют многие мастера спорта, если брать весовую категорию 85 килограммов, в которой выступал Сергей Елисеев. Также у него был уникальный, просто уникальный мировой рекорд. Он в каждой руке держал гири по 61 килограмму и разводил их в крест. Это также было уникальнейшим мировым рекордом, который, я думаю, и сейчас никто не повторит. Очень жалко, что профессиональная карьера Сергея Елисеева длилась всего 6 лет. Например, в сравнении с тем же Иваном Поддубным, который в это время также устанавливал мировые рекорды в тяжелой атлетике, у которого профессиональная карьера была 45 лет. Или брать того же Ивана Заикина, у которого профессиональная карьера была там 30 и более лет. У Сергея Ивановича Елисеева она была всего лишь 6 лет. Потом он занялся революционной деятельностью, и за революционную свою деятельность был сослан в Сибирь на каторгу. И интересный случай, что когда вот уже произошла революция, и его освободили из царских вот этих тюрем, он переехал жить в Томск, где также продолжал очень долго заниматься тренерской деятельностью, продолжал развивать и культивировать тяжелую атлетику. Но гримасы нашей страны
исторические. Во время тяжелых вот этих чисток репрессий 1937 года он также был арестован, обвинен в антиреволюционной, в антисоветской деятельности и расстрелян. Так же, как тысячи других репрессированных. Вот так наш первый русский великий чемпион мира закончил в своей стране, и на этом вот закончился жизненный путь первого чемпиона Сергея Ивановича Елисеева. Но кроме Сергея Елисеева в это время у Владислава Францевича Краевского уже не только появились и ученики, но и появились последователи в разных других городах. В это время появились в Таллине, в Киеве, в Санкт-Петербурге, в Москве, везде появились кружки. На этих фотографиях вы видите, вот царская Россия, и здесь мы видим, на этих фотографиях люди, одни тут поднимают штангу, другие борются, третьи, и все это, третьи боксировали, и все это подразумевалось, что все они были тяжелоатлеты. Об этом также говорит такой факт, что один из учеников Владислава Францевича Краевского, это был Иван Лебедев. Этот юный богатырь также пришел в кружок Владислава Францевича в Санкт-Петербурге, и ему было всего лишь 17 лет, когда он на одних из соревнований у Краевского двухпудовую гирю правой рукой выжил 123 раза. Представляете, каких богатырей рождала земля русская. И далее он стал очень таким большим популяризатором тяжелой атлетики в России. Под его именно руководством выпускался первый журнал силовой «Геркулес». Много лет Иван Лебедев руководил изданием этого журнала. Также под его руководством начались первые чемпионаты французской борьбы, в которые выступали все наши знаменитые тяжелоатлеты. Это и Петр Федотов, и Николай Вахтуров, Иван Поддубный, Иван Шемякин, Кощеев. Все эти великие тяжелоатлеты, они не только поднимали, не только боролись, не только боксировали. Все это вместе они делали в разных видах спорта, объединенных под одним словосочетанием тяжелая атлетика. И вот Иван Лебедев был одним из главных после смерти Краевского, можно его назвать тренером, главным тренером, если называть современным языком, главным популяризатором тяжелой атлетики в России. И параллельно с ним появлялись вот такие наши знаменитые силачи. Вот Александр Знаменский выступал по псевдонимам Мор Знаменский Вильямс. Эти вот иностранные приставки были как бы данью моде тех времен. Также исполнял великолепные силовые трюки, которые были рекордами не только Москвы, но и повторить их не мог никто, и они также считались мировыми рекордами. Делал сальто с гирями по 32 килограмма. Евгений Сандов делал 24 килограмма, он делал с 32-килограммовыми гирями. Носил на спине рояль, на котором играл пианист. На груди держал платформу с оркестром. Это также в цирке считалось непревзойденным его коронным номером. Когда он ложился, ставили платформу, и на нее взбирался и играл оркестр. Этого номера ждала вся публика. С Борцовского моста лежа выжил 132 килограмма. Это также было официальным его мировым рекордом. Когда человек лежа на Борцовском мосту выжил 132 килограмма. И также у него был уникальный мировой рекорд, который, жалко, здесь нет гирь, как его показать. Он брал задушку гирю 32 килограмма, сама гиря была сверху, ставил на нее вторую гирю, и вот эти 64 килограмма он выжимал одной рукой. Здесь не только нужна огромная сила, но и координация, балансировка. Это также было одним из рекордов Александра Знаменского. Ну, одним из учеников великих также был не только борец, но и знаменитый атлет Петр Крылов, который еще при жизни получил
звание «Король гирь». Этот наш, вот смотрите, даже по его фигуре видно, насколько это был прекрасно сложенный атлет. Уроженец Сергиева Посада, также из Московской губернии, профессиональный силовой актер русского цирка. И исполнял такие трюки, которые также могли исполнить лишь несколько королей силы тех времен. Также на Борцовском мосту выжимал штангу 123 килограмма и выкручивал левой рукой 114 килограммов с половиной. Это было также официальным мировым рекордом. Выкручивание одной рукой, это было, ну, можно сравнить с рывком одной рукой, только более в техническом исполнении еще более сложное упражнение. Лежа на спине жал 118,5 килограмма. И также его рекорд был, он разводил крест, 2 гири по 41 килограмму, он их брал и разводил в крест. Это также было очень мощным рекордом. Ну, Петр Федотович Крылов, он был не только силовым таким атлетом, актером, но он также был и прекрасным борцом. Я еще раз напоминаю, что все эти 3 вида спорта, бокс, борьба и поднятие тяжести, объединялись в один вид спорта. И для того, чтобы нагнетать ажиотаж на многих чемпионатах борцовских, которые в то время проводили под руководством того же Ивана Лебедева, однажды вот произошел такой случай, когда должна была состояться финальная схватка, цирк был переполнен, был полный аншлаг, и Петра Федотовича Крылова нету. Победителем объявляют спортсмена, который вышел на арену цирка. И после того, как его уже объявили чемпионом за неявку Крылова, тут врывается Крылов, показывает свои золотые часы судьям, что, мол, они неправильно показали время. Судьи на это не обращают внимания. Он разбивает вдребезги эти часы, топчет их и просит, умоляет, чтобы ему дали шанс побороться. Но судьи переносят этот матч на следующий день. На следующий день цирк вновь переполнен, полный аншлаг. И таким способом Петр Крылов дал директору цирка 2 полных аншлага. Вот такие трюки применялись. Нынче можно было бы это назвать шоу-бизнесом. Но и тогда уже наши атлеты, ну, можно сказать так, были предприимчивыми и находчивыми. Их можно было бы назвать сейчас очень умными менеджерами. Также один из великих атлетов тех времен это был Георг Лурих. Вот вы видите его на фотографии. И также видите его уникальные мировые рекорды. Один из его трюков был, это он держал растяжку, были привязаны в разные стороны 2 верблюда. Концы этих веревок он держал у себя в руках, в согнутых локтях. И когда начинали стягать этих верблюдов, чтобы они разошлись в разные стороны и разорвали его, оба верблюда не смогли сдвинуться с места. Вот такой силой рук он удерживал их на месте. И также его коронный трюк был, он носил 5 человек на одной руке по арене цирка. Это также был его фирменный трюк. У него было очень много мировых рекордов. Об одном из них, который был официально зарегистрирован, это он толкнул 112 килограммов, толкнул, перенес их в правую руку, левой рукой с пола поднял и выжал гирю 37 килограммов. Можете представить такое? Это вот был официально зарегистрирован один из его рекордов. Также, лежа на полу, он перекатил и толкнул штангу 201 килограмм с накатом через ноги. Это упражнение, которое можно показать, вот он ее перекатил на грудь, и вот так вот ее сделал, как бы толчок по инерции. И 2 руками он поднял на грудь 121 килограммов, потом перенес ее в правую руку и толкнул одной рукой. Это также был его официальный рекорд мировой. И вот таких мировых рекордов у русского тигра, как называли Георга Луриха, было очень много. Ну и кроме
Ивана Поддубного, Ивана Заикина. Это можно еще из тех же 3 Иванов, это Поддубный, Заикин и Шемякин. Хочется, конечно, о первом сказать, это об Иване Максимовиче Поддубном, про которого писали не только боролись 3 великих Ивана. Иван Поддубный в пору расцвета своей карьеры установил рекорд мира. С колен на грудь поднял 300 фунтов. Это было 122,8 килограмма, ну почти 123 килограмма. Это также был официальный мировой рекорд, который установил Иван Поддубный в поднятии тяжестей. И хочется заметить, что вся его спортивная подготовка в основном имела именно силовую подготовку. И многие борцы, вспоминая Ивана Поддубного, говорили, что он не отличался чрезвычайной техникой борцовской, а именно ломал всех борцов именно своей чудовищной медвежьей силой, которую он копил в процессе упорных тренировок. И один вот из этих мировых рекордов это подтверждает, так как взять на бицепс 129 килограммов и сейчас сможет далеко не каждый из атлетов. Также мировыми рекордами в то время вместе с Иваном Поддубным и Иваном Заикиным очень много мировых рекордов установил Иван Шемякин. Вот эти 3 великих Ивана, как их называют в истории тяжелой атлетики, прославляли этот вид спорта, ну, можно сказать, больше, чем все другие атлеты вместе взятые. И самый из них интересный – это Иван Заикин. В пору расцвета своей атлетической карьеры, когда он уже добился необычайных высот, вот вы видите на фото арену с изображением Ивана Заикина, который устанавливал мировые рекорды, ну, которые даже воображению не могли, как человек даже не мог вообразить, что такое можно сделать. И именно вот Иван Заикин в пору рассвета своей карьеры прекратил свои силовые трюки и начал заниматься, перешел в авиацию и был одним из первых, кто освоил в России самолеты. И был одним из первых авиаторов. Вот это говорит о том, что многие силовые атлеты были очень всесторонне развитыми людьми. И их умственные способности были не меньше, чем их уникальные физические возможности. Также в это время Иван Максимович Поддубный, когда самый период пика его спортивной деятельности, он очень много внимания уделял и юным талантам, которым помогал также выйти на спортивную арену, поддерживал их всячески. И вот одним из его учеников был Николай Вахтуров, который не только был одним из сильнейших борцов в мире, но и также обладал чудовищной силой и устанавливал очень много мировых рекордов именно в поднятии тяжестей. И один из официально зарегистрированных его рекордов было, когда он 32-килограммовую гирю перебросил через вагон товарный. Пусть сейчас кто-нибудь попробует повторить этот результат и поймет, какой надо обладать не только силой, но и взрывной мощью и скоростью, чтобы установить такой рекорд. И вот такой уникальный силач был найден Иваном Максимовичем Поддубным, и именно благодаря Поддубному вот такой борец и тяжелоатлет. Также он установил несколько мировых рекордов, и один из мировых рекордов у него был именно уже в рывке 2 руками. И эти вот первые борцы, что вот это интересно, или как можно сказать, первые тяжелоатлеты, рекордсмены, прославляли нашу страну не только как борцы, но и как тяжелоатлеты. И ярчайшим, самым ярким представителем вот такого соединения мощи борцовской и силы тяжелоатлетической, это, конечно, был Георг Гаккеншмидт. Вы видите его на фотографиях. Атлет великолепного телосложения, также ученик Краевского. И когда проводился чемпионат мира по борьбе и по тяжелой атлетике, Георг Гаккеншмидт, которого называли «Русский лев»,
он первый в те времена уже выжимал штангу 122 килограмма и брал, также повторял мировой рекорд, брал в каждую руку гири по 41 килограмму и разводил их в крест. Выжимал на Борцовском мосту штангу весом 145 килограммов. И несмотря на все эти мировые рекорды, Георг Гаккеншмидт, выступая на чемпионате мира, который проводился вместе с чемпионатом Европы по борьбе, параллельно шло соревнование по поднятию тяжестей, Георг Гаккеншмидт стал вторым на чемпионате мира, так как разделения на весовые категории не было, а собственный вес Георга Гаккеншмидта был не более 90 килограммов. Несмотря на это, он во многих упражнениях, которые в то время были в чемпионате, стал победителем, а в общей сумме всех упражнений он занял второе место, став серебряным призером чемпионата мира. И буквально на следующий день начались схватки на борцовском ковре уже, где проходило первенство Европы. И он на все схватки тратил буквально по несколько секунд. Соперников своих он просто разрывал, за что ему и было прозвище дано «Русский лев» Георг Гаккеншмидт. И вот так он подписывал все свои фотографии, которые дарил. И вот на этой фотографии мы видим подписанная фотография Юрию Власову от Георга Гаккеншмидта на соревнованиях в Лондоне, куда Георг Гаккеншмидт эмигрировал после революции, где он жил до последних дней своей жизни. И вот на одном из турниров, где Юрий Власов стал чемпионом, он не поверил своим глазам. Об этом он написал очень большой и прекрасный рассказ «Великий Гак» в журнале «Юность». И он писал, что когда он стоял на пьедестале почета и награждать золотую медаль, вручать ему подошел Георг Гаккеншмидт, о котором он читал в книгах, и благодаря книге которого он занялся тяжелой атлетикой, Юрий Власов не поверил своим глазам. Ему казалось, что это сон, что к нему подходит живой Георг Гаккеншмидт и вручает ему золотую медаль. И, как писали журналисты, произошло необъяснимое. С высоты своего вот этого первого места Юрий Власов вдруг медленно и как-то непонятно для всех стал из героя этих соревнований простого почитателя Георга Гаккеншмидта. Он ходил за ним, смотрел на него влюбленными глазами, задавал ему множество вопросов, и в конце их встречи вот Георг Гаккеншмидт подарил ему вот эту фотографию, которую Юрий Власов бережет и до сегодняшнего дня считает одной из самых больших ценностей в своей коллекции фотографий. И также вот хочется сказать о долголетии. Также вот Георг Гаккеншмидт умер на 90-м году жизни в Лондоне. Также это один из величайших атлетов нашей России. Вот на этих фотографиях мы также видим первых кружковцев Краевского. Это вот Гвидо Мейер, который был самым первым официальным чемпионом России. Чемпионат России проводился в Санкт-Петербурге. Там же вот и выступали и Гаккеншмидт, и Сергей Елисеев, и Александр Елисеев, много других именитых атлетов. Но по сумме всех упражнений чемпионом стал Гвидо Мейер, которого в дальнейшем считают уже основоположником российского бокса. Именно так как вот Краевского считают основоположником тяжелой атлетики, а Гвидо Мейер, первый чемпион России по тяжелой атлетике, стал в дальнейшем основоположником российского бокса. Вот такое вот приятное совмещение всех этих видов спорта давало такие замечательные результаты. И также в кружке Краевского, я уже об этом говорил, вот художник Кравченко, здесь Адамчевский, скульптор, Владимир Лихачев, профессор и очень много других выдающихся и передовых людей того времени, которые стали завсегдатаями этого кружка и на их примере уже вовлекались в тяжелую атлетику, все новые и новые массы. И самое главное, что все эти занятия Краевский проводил у себя на квартире, расширяя количество людей. Абсолютно все это было бесплатно.
и все свое состояние, все, что у него было нажито большой врачебной практикой, он тратил на приобретение тяжелоатлетических снарядов. У него была огромная по тем временам коллекция фотографий всех знаменитых тяжелоатлетов того времени. Ими были увешаны комнаты все в его квартире. И везде, в комнатах, на всех коврах лежали штанги, гири, гантели, бульдоги. И все это постоянно люди занимались, приходили. И лучшие из лучших уже благодаря Краевскому, благодаря его финансам, выезжали на чемпионаты мира, Европы и прославляли тяжелую атлетику. Так же, вот, как Георг Гаккеншмидт на первом чемпионате мира, когда он установил первый мировой рекорд, официальный, российский, который был признан Международной Федерацией мировым рекордом. Вот он наш Георг Гаккеншмидт. Владислав Францевич Краевский сразу прислал ему телеграмму. Эту телеграмму Гаккеншмидт показывал Юрию Власову. Там было написано, что этот его рекорд, это не только его рекорд, а рекорд всей России. Вот такие патриоты, такие люди стояли у истоков нашей российской тяжелой атлетики, как Владислав Францевич Краевский. И также хочется сказать, что первый вот чемпионат мира, о котором мы упоминали, где чемпионом стал Гвидо Мейер, он прошел в Санкт-Петербурге в 1897 году, буквально через 2 года после того, как был открыт кружок в Санкт-Петербурге. И вот Гвидо Мейер там в толчке 2 руками поднял 131 килограмм, толчок одной рукой 82 килограмма, жим 98 и жим 2 руками 104 килограмма. И вот за ним следом уже призерами стали это Лаас, Эдельман, Кравченко, и 5-м был Александр Елисеев. Не Сергей Елисеев, а брат Сергея Елисеева, также уфимец Александр Елисеев. И тут на первом официальном чемпионате России, который состоялся в Санкт-Петербурге, также усилиями Владислава Францевича Краевского. Ну и последователи. После смерти Краевского, конечно, очень много появилось уже, как бы у нас сказать, кружков, систем. И каждый город, каждая секция придумывала уже новые системы тренировок. Появились разногласия и в правилах, и в разделении на весовые категории, и в количестве упражнений на соревнованиях. Каждый город, каждая губерния все это трактовали по-своему. Начались разногласия, брожения в тяжелой атлетике, так как не было одного главного руководителя, который бы всем этим занимался. И именно, с одной стороны, потому что очень много разных появилось систем подготовки, появилась также изометрическая система, это напряжение мышц без сокращения, одним из основоположников которой был Александр Иванович Зас, также наш великий российский богатырь. Вот здесь на фотографии мы видим, как вот он рвет силой шеи и спины цепь. Это был его один из коронных трюков, именно где напрягается мышца без сокращения. И фирменный трюк его был, это когда он выходил из воды, держа на себе лошадь. Вот этот кадр, который восхищал всех людей, вот он этим силовым трюком. И во время Первой мировой войны, когда Александр Зас попал в плен и был пленен, посажен в тюрьму, он сумел оттуда, сбежав, раздвинув решетки. Это лишний раз подтверждало вот систему изометрическую, которой он занимался. И благодаря вот этой силе он сумел раздвинуть решетки в тюрьме и так вот избежал плена. Сумел избежать плена у нас. И очень много таких вот богатырей у нас в России было, невозможно их всех перечесть. Один из них это Григорий Кощеев. Вот видно на фотографии даже, какого роста был этот гигант. Если рядом с ним великий знаменитый атлет Иван Лебедев кажется маленьким карликом. Вот такого огромного роста был Григорий Кощеев. Он также устанавливал огромное количество мировых рекордов поднятия тяжести, был великим борцом, но крестьянин до мозга костей, в самый пик своей карьеры он бросил
всю эту спортивную деятельность и вернулся опять в родную деревню, пахать землю. Так вот многие наши атлеты именно возвращались к своим истокам. Ну, хочется сказать, что мы вот сегодня рассказали вам о первых соревнованиях, о первых чемпионах российских, о Владиславе Францевиче Краевском, который, я считаю, нам очень повезло в нашем виде спорта, что именно у истоков нашего вида спорта был такой замечательный человек, который полностью все свои силы, все свои сбережения, все свои средства, все тратил на этот прекрасный вид спорта. Очень жаль, что в наши времена таких вот подвижников становится все меньше и меньше, но именно тот вот задел, который сделал Владислав Францевич Краевский, уже более 100 лет он поддерживается благодаря тому, что Россия, она, ну, наверное, как ни одна из стран, я не могу сравнить больше ни одной страны, которая бы могла славиться таким количеством именно талантов в области силы. Взять даже хотя бы того же Василия Ивановича Алексеева, нашего россиянина, который установил 80 мировых рекордов. Рядом с ним даже нельзя поставить ни одного иностранца. Точно так же, как Юрий Власов, наш великий титан, Давид Ригер, который, вот, наверное, на троих уже установили более 200 мировых рекордов. Это, представляете, любая страна, наверное, даже не может сравниться. Очень мало стран, в которых атлеты бы за всю историю существования тяжелой атлетики могли установить 200 мировых рекордов. А здесь всего 3 русских богатыря установили более 200 мировых рекордов. Представляете, о чем это говорит? Что именно Россия – это та страна, которая, ну, необычайно богата талантами. И несмотря ни на какие вот проблемы в нашей жизни, мне кажется, что именно в тяжелой атлетике у нас были, есть и всегда будут новые герои силы, новые мировые чемпионы и рекордсмены. Ну, на сегодня, наверное, краткий такой экскурс в историю тяжелой атлетики, я думаю, можно будет завершить. Дмитрий Клоков планирует провести еще несколько передач, пока он находится в Уфе. И вообще в этом проекте мне хочется, если он будет дальше продолжаться, рассказывать не только в общих периодах, таких вот, как сегодня мы говорили, до революции. Завтра мы будем говорить, например, до Великой Отечественной войны и до первых чемпионатов мира, в которых выступали советские атлеты. И дальше мы будем говорить уже там 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, о героях силы не только в России, но и за рубежом, про героев Олимпийских игр. Но также, я думаю, что в дальнейшем, если будет возможность, мы отдельно будем рассказывать о наших великих атлетах. Юрии Власове, Алексее Медведеве, Леониде Жаботинском, Давиде Ригерте, Василии Алексееве, Андрее Чемеркине и о многих других наших великих атлетах, которые прославляли силу российской земли. На этом до свидания.